Дорогие друзья, давайте вспомним первый сольный концерт Димаша в Нью-Йорке. Какие это были потрясающие эмоции, а какие необычные костюмы. На наши вопросы ответила их дизайнер Лёка. Он посмотрел и сказал: это круто, это мое. Энергетика этого места зашкаливала, который лечит душу. Мы поняли друг друга, эта магия произошла. Скажите, сложно ли быть создателем образов Димаша? Что нужно знать и уметь, чтобы справиться с такой задачей? Но слово «сложно» — это то, что вдохновляет меня больше всего. Вдохновляет на работу, и чем сложнее задача, тем круче результат на выходе. Знать и уметь нужно очень много всего, но самое главное — это быть на одной волне с артистом в моменте понимания самого задания, понимания человека, понимания того посыла, который он несет в зал зрителям. Я считаю, что это основной скилл, который с ним можно родиться, но в основном его получаешь при большом количестве работы с различными артистами. Расскажите немного о себе. Откуда вы? Кем мечтали стать в детстве? Как пришли в профессию? Меня зовут Лёка. Я из России. Родилась в городе Самара. Кем хотела стать в детстве, много кем, занималась всем, чем только можно. Пошла учиться на архитектуру, закончила архитектурный университет, работала какое-то время по профессии, потом меня развернуло, не скажу, что кардинально, потому что то, что мы создаем, то, что мы делаем, это работа в основном с конструкциями, даже если это касаемо фэшн-индустрии. В какой-то момент, работая с пространством, создавая пространство, мне захотелось чего-то более тактильного. То есть создавать не пространство вокруг человека, а человека внутри пространства. Сложно, но в моей голове звучало именно так. Начали банально печатать, наносить изображения на футболке. А потом я поняла, что ход моих мыслей и уровень, тот, который я хочу получить, он намного выше того, что сейчас есть. Мы уехали в Нью-Йорк. Как, кстати, правильно называется эта профессия? Профессия лично у меня на данный момент я себя называю худрук. У меня большая команда, у меня производство, у меня цех, у меня много людей, которые занимаются каждый своим делом. Все, что касаемо принятия каких-то творческих решений, эскизирования, дизайна, зависит только от меня в настоящее время. Профессия, наверное, правильно она называется фэшн-дизайнер. По факту я человек, который управляет и делает из огромного количества хаоса порядок. Как вы, проживая в Москве, получили заказ на создание сценических образов для певца из Казахстана? В Нур-Султане я приехала с шоу своего бренда. Там мы познакомились с Надиной, спустя какое-то время звонила мне, мы созвонились, она сказала, что есть такой проект. Слово «Нью-Йорк» мне понравилось. Мы начали работать. На самом деле локация здесь не имеет никакого значения абсолютно. Работать можно и в самолете, работать можно удаленно. Мир огромный, возможностей много, поэтому не в локации дело. Был ли у вас опыт по созданию сценических костюмов ранее? И как вы учитывали специфику такой одежды? Ведь Димаш сверхподвижен во время выступления. Да, конечно, был колоссальный опыт по созданию сценических костюмов, и мы работали в Нью-Йорке с очень большим количеством знаменитостей и журналами. Список моих клиентов возглавляет Леди Гага, и очень много мы работали с голливудскими звездами. В России, в Москве мы делали коллаборацию, проект с певицей Нюшей, Зиверт, Ирина Дубцова, много-много, Кэти Топурия, очень много исполнителей. Самый большой опыт, который мы получили, работая именно с артистами сцены. Это цирк, мультимедийное шоу проекта «Сила света», который стартовал в сентябре 2019 года в Джакарте. Полностью моя команда создавала там костюмы. Там у меня были и воздушные гимнасты, и паркурщики, и танцоры, поэтому все, что касаемо движения, пластики, это теперь та сфера, где мы знаем все. Была ли перед вами поставлена конкретная задача при разработке сценических костюмов? Задача была поставлена сделать костюмы в стиле неоклассика и также не стеснять движения. В этом была особенность и основной интерес работы с костюмами для исполнителя. Сколько было костюмов и какой посыл был заложен в каждом из них?
Мы разделили сценические костюмы на несколько категорий. Они должны были быть разные, но выглядеть коллекционно. Первый костюм должен был отражать некий космический мир. Первый костюм — это тот, который участвовал как раз в фотосессии с кожаными элементами, со шлейфом, с юбкой. Второй костюм мы решили, что он должен быть в стиле неоклассика. Третий костюм — это должен был быть черный образ. Завершающий образ должен был отражать национальные особенности казахского костюма. Это было самое интересное, потому что мы разбирали символику, и также я создавала эскизы и прорабатывала элементы казахского национального костюма, чтобы они были более суперматичны, вписывались в наш коллекционный ряд. Особенностью этого костюма стало то, что все элементы были созданы из отражающего материала. Каждый элемент орнамента был разрезан на несколько кусочков для того, чтобы не стеснять движение. И эффект должен был быть разрывающего взрыва, то есть от центра костюма, как спереди, так и со спины, взрывались элементы, и они расходились осколками. Это было очень интересно, это получился самый эффектный костюм. Когда вы впервые услышали о существовании Димаша? В момент, когда я занималась эскизированием для проекта, я слушала один единственный трек. Этот трек я слушала сейчас и перед интервью. Это «Любовь уставших лебедей». Я не могу объяснить, что за магия связана с этим треком, но это в какой-то степени медитация. Это состояние, медитативное состояние, в которое я впадаю именно под этот трек. Сначала я думала, что песня исполняется дуэтом. Когда я узнала, что это поет один исполнитель, я, честно говоря, была в шоке, и меня это очень сильно вдохновило. Это действительно невероятного таланта, космический исполнитель. Опишите вашу первую встречу с Димашем. Какое он произвел на вас впечатление? Первая физическая встреча наша с Димашем произошла в Нью-Йорке перед концертом. Это была и примерка, и первая встреча. Я его таким и представляла себе, абсолютно простым в общении. Мне очень-очень-очень, конечно же, нравится и он, и его творчество, и работа с ним. И у меня только самые положительные, приятные впечатления и эмоции. Как конкретно выглядела работа с певцом? У него сверхплотный график. Проводились ли примерки? Очень часто мы работаем с артистами дистанционно, получая точные мерки. Это не первый наш опыт работать дистанционно с артистами. Мы планировали провести одну примерку промежуточную, но и она у нас не получилась. Поэтому все костюмы, которые вы видели на сцене в Нью-Йорке, они были созданы для Димаша дистанционно. Я считаю, что это выглядело очень достойно. Основной сложностью было, наверное, действительно ответственность того, что без примерки ты создаешь костюмы для такого грандиозного шоу. А шоу действительно было грандиозным, грандиознейшим, на грандиознейшей площадке мирового уровня. Я переживала за это. В очередной раз мы справились с задачей и справились очень-очень хорошо. Расскажите, что было самым сложным в процессе создания образов? Сколько времени было отведено на создание всех костюмов? Времени было отведено небольшое количество. По факту на создание первого аутфита, который участвовал в съемке, у нас было порядка 4 дней. Все остальные костюмы мы создали за 2 недели. За 2 недели до шоу. В конце шоу Димаш выбросил куртку в зал. Судя по надписям на ней, она и была для этого предназначена. Из какого материала она была изготовлена? Куртка была очень крутая. Была, есть, остается и будет. Я уверена, что девушка, которой достался этот аутфит, была очень счастлива. Куртка была создана из натуральной кожи. Мы очень работаем много с натуральной кожей. Мы даже вошли в топ-6 компаний, работающих с натуральной кожей в Милане, на выставке Милана Уника. Эта куртка была расписана вручную перед концертом. Я получила задание на надписи конкретные, которые должны были быть нанесены на это изделие, и мы с дизайнерами, с графическими сделали это. Не пожалели ли вы, что куртку выбросили? Нет, конечно, искусство должно жить и уходить в массы. Где вы находились во время самого концерта Димаша?
Удалось ли посмотреть шоу? Во время самого концерта я была в непосредственной близости около сцены. Я стояла под дисплеем и наблюдала все вот, на расстоянии 2-3 метров. Была под сильным впечатлением. Поделитесь вашими впечатлениями о прошедшем сольном концерте Димаша в Нью-Йорке. Что особенно впечатлило, что запомнилось? Я была поражена самой площадкой, была поражена количеством людей, я была поражена количеством влюбленных людей в артиста, была поражена уровнем подготовки. Это было просто фантастично. Я ходила с открытым ртом и не могла поверить, что это в принципе со мной происходит. Энергетика этого места зашкаливала. Та аллея славы, которая была по пути в гримерку, была из серии, что, знаете, невозможно. Там были все. То есть Barclays Center — это площадка, на которой выступают самые топовые артисты. Если концерт в Нью-Йорке, то это там. Прежде чем мы начали работать вообще, в принципе, с созданием костюмов, мне сказали, что это исполнитель, который лечит душу. Я не понимала, что это означает. Я не понимаю это до сих пор и могу только поделиться чувствами и ощущениями. Меня вывернуло наизнанку, вывернуло всю мою душу, все мои эмоции. И в моем эмоциональном состоянии оно не было ни хорошим, ни плохим. Оно просто было, как будто бы я посетила национальный парк с какими-то сооружениями, имеющие очень большую силу. Учитывали ли вы личные предпочтения Димаша к своему гардеробу? Было ли что-то, что он отклонил или наоборот похвалил? Учитывая то, что вся наша работа и примерки были дистанционными, когда Димаш увидел первый костюм, который мы создали для фотосессии, он посмотрел и сказал: это круто, это мое. Я считаю, что это наивысшая похвала и степень признания. И, собственно, когда мы встретились в Нью-Йорке перед концертом и на примерке, действительно все, что он надевал, было настолько его, настолько мы поняли друг друга и сделали то, что хотел он, то, как видели мы. Эта магия произошла. Друзья, не забудьте поставить лайк, чтобы как можно больше людей увидело эту публикацию. И не забудьте подписаться. До встречи под новым видео.